Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Продолжаю показ тех образов, которые не вошли в прошлое видео. Кто не смотрел, посмотрите. Конечно, несколько образов еще на основе светлых джинс вам покажу. И затем буду менять полностью образы. Так, вот использовала вот такую жилетку-майку с интересным задним принтом. Поменяла бижутерию. Бижутерия деревянная в стиле бохо. Под стать, так сказать, этому элементу вышивки. Вот такая футболка с расширенными рукавами из футболочной ткани. Вот такой образ получился. Напишите, что вы по этому поводу думаете. Использовала эти красные классные балетки от Talbots. Тоже в прошлом видео я вам их показывала. Они удобны для смены обуви. То есть можно хранить в сумке, взять с собой на какую-то вечеринку. И если устали ноги, то можно поменять обувь вот на такую удобную и комфортную. Это сменка из натуральной кожи, все внутренние стельки тоже из натуральной кожи, очень мягкие. В общем, ножка будет как в тапочках отдыхать после каблуков. И, конечно, можно остаток вечера провести в комфорте. Но они также можно использовать их, вернее, и в аутфитах. Я планирую их носить. И, в общем-то, мягкие, удобные, комфортные такие балетки, которые часто использую в носке и в своих аутфитах, вам их тоже показываю. Продолжаю показ образов на основе джинс. Хочу подобрать к этому образу сумку. Ну, классика жанра, как говорится, красная сумка, красный к красному. Но я решила поиграть и взять вот сумку в стиле Мэри Мэка. Это сумка изготовлена компанией Мэри Мэка для Avon в поддержку женщин, болеющим раком груди. В общем, с этим принтом все понятно, он хорошо, конечно, веселит образ любой. И следующую сумку хотела тоже примерить, но мне кажется, вот красная с бордовым такой спорный момент. По фактуре, по форме мне эта сумка, кажется, сюда подходит, но именно по цвету совсем не то. Напишите, что вы думаете тоже и по этому поводу. Попробовала также использовать и джинсовую сумку в оттенок к блузе и что-то промежуточное между оттенком брюк, джинс, вернее, и самой вот этой вот футболки, блузы, что-то такое связующее есть. Ну и как бы по стилю, мне кажется, вот этот вариант более такой приемлемый. Тоже подбор сумки, он, конечно, сложен, особенно когда сумок очень много. У меня вот на двери висит огромное количество сумок, которые стараюсь использовать. Да, решила поиграться, немножко похулиганить и надела эту жилетку задом наперед вот этим красивым шитьем на декольте и по спинке вот так застегнула. Ну, поиграться, конечно, можно похулиганить. И бижутерию тоже подобрала в стиле бохо, тоже с красным камнем центральным. Кто не знает, у меня есть канал по винтажной антикварной бижутерии, зайдите туда, посмотрите. Так, полностью поменяла, вернее, обувь и поменяла блузу. Ну, уже такой, как говорится, вариант на выход. Если вы в какой-то поездке и хочется немножко выглядеть ярко, думаю, что вот такая блуза. Кстати, это блуза от Calvin Klein, по-моему, да. И хорошо тоже сочетается именно с джинсами. Ну, такой более нарядный вариант получается. Балетки использовала тоже из прошлого видео. Натуральная замша. Удобные, очень яркие, комфортные. Тоже этим летом я их планирую надевать. Не скользящая подошва, вот такой цветочек. В общем, думаю, как бы немножко такой веселый уход в голубой, синий цвет. Ну и, соответственно, серьги подобрала обычные, эмаль, кольцо оставила также из прошлого видео. Кто не смотрел, посмотрите. И браслет, вот прям принт, повторяющий на самой блузке. Ну, белую сумку, классика жанра, как говорится, к этому образу оставила. Следующий образ. Вот, кстати, многие пишут, мне нужно закрывать пах, но я не могла удержаться, чтобы не купить вот эту рубашку в секонд-хенде. Да, обувь подобрала вот такие шлепки. Это Anne Klein. Качество отличное, натуральная кожа, с претензией такая вот золотая каемочка на них. Но они очень удобные и комфортные. Подобрала также мелкую сумку к этому образу.
тоже лайковая кожа, золотая фурнитура. В общем, такая мелочь, она, мне кажется, образ оживляет. Так, колье подобрала от Мане, натуральное стекло хорошего качества, и серьги очень мелкие, чтобы не, скажем, перебивать красоту этого винтажного колье. Блузка, рубашка в горошек. В общем-то, ткань район. Принт прекрасный, оттенок, к моим глазам, думаю, подходит. Напишите свое мнение, стоит ли ее носить. Ну и последний образ в применении с джинсами, это вот такая рубашка. Оверсайз рубашка, да, использовала вот такие белые кроссовки. Обычные, те кроссовки, которые тоже применяла в прошлом видео. Хороший такой свободный силуэт, свободный стиль. Мне этот вариант очень нравится. И рубашку тоже покупала в секонде практически за копейки. Опять достала вот эту сумку. Думаю, что вот к этим джинсам эта сумка подходит, если образ такой полуспортивный, свободный, к кроссовкам именно вот такая расхлябанная свободная сумка подходит. Напишите свое впечатление по поводу вот... да, бижутерию к этому образу я подобрала мелкую. Не хотелось мне вот, как сказать, соперничать с крупной яркой клеткой. Тоже это, по-моему, на Пьер цепочка с филигранью. И серьги тоже очень мелкие. Никаких колец не добавила. Просто добавила вот золотые 2 браслетика. Тоже такие тоненькие, маленькие. Иногда я использую именно и очень мелкую бижутерию. Думаю, что она так, скажем, нежненько, незаметненько. Но как, если приглядеться к образу, то образ загадочным кажется. Так, и вот следующая серия образов. Поменяла абсолютно все. Здесь обувь из натуральной кожи. Тоже покупала в секонде. Отличного качества. Показывала вам тоже их в прошлом видео. Использую довольно часто в своих аутфитах. Не обращайте внимания на ногти. Чистила апельсинчик, мандаринчик. В общем, желтизна в ногтях осталась. Не судите строго, мои дорогие друзья. Что касается этого образа, джинсовая куртка. Джинсовая куртка, по-моему, Лиз Клейборн. Сумку классическую, мягкую, из натуральной кожи от Fossil подобрала. Белая футболка, вроде образ простой, но попробовала белую сумку применить. Мне кажется, она не очень сюда подходит. Как-то вот этот вот белый с белым начинает спорить, хотя вот акцент в образах должен быть на чем-то одном. Мне кажется, вот с черной сумкой все-таки акцент на цветах, на джинсовой куртке выглядит более выигрышно, не перебивается абсолютно ничем. Подобрала к этому образу бижутерию. Кстати, вот сама куртка очень классного качества. Цветы нашиты и как будто аппликация. То есть это не рисунок, не принт, а именно нашитые цветы вот такого интересного силуэта, как бы направления, вот такого интересного размера тоже. Бижутерию простую подобрала, эмалевые кольца и простые такие бусики. Кстати, простые, непростые. Это тоже на Пьер. Следующий образ. Поменяла абсолютно все. Поменяла обувь. Поменяла вот такой кардиган. Низ первый слой сделала черным, а верхний слой сделала белым. Но к этому образу, думаю, что нежность будет придавать именно такая сумочка в этническом стиле, расшитая бисером. Образ плоский на самом деле. Хочется что-то такое, на чем бы взгляд задержался. И вот эта вот сумочка, она как раз будет свой вот этот вот элемент на себя брать. И именно, думаю, взгляд будет останавливаться именно на этой сумочке. Бижутерию от Лиз Клейборн подобрала колье и натуральный перламутр, серьги, листья. Думаю, к этому образу хорошо подошли. Следующий образ, это опять оставила джинсы, не составила первый слой, поменяла курточку, поменяла обувь. И думаю, что вот эта сумка сюда тоже хорошо вписалась. Она совпадает по оттенку с обувью идеально и как бы соединяет именно все вот эти моменты рыжие, черные. Думаю, что как-то так. Ну и, конечно, можно использовать и обычную, классическую черную сумку. Тоже будет, на мой взгляд, неплохо. На прохладное летнее время курточку тоже покупала в секонде. В общем, вся одежда, вся обувь и все сумки, которые
показываю, они, конечно, куплены в секонде. Использовала бижутерию натуральный перламутр, подобрала вот такой простой браслет, ну и серьги оставила из прошлого своего образа. Кстати, вся бижутерия тоже куплена на различных развалах, свалках. Следующий образ поменяла я верхнюю часть первого слоя, надела льняной жакетик, поменяла обувь, сумку взяла из прошлого образа, и вот сочетание жакет и обувь по цвету очень хорошо совпадают. Попробовала поиграться, взяла сумку вот такую более яркую, акцентную, думаю, что она как-то больше образ этот освежает, и хотя она меняет полностью, скажем, впечатление от этой блузы. Блуза на самом деле вышиваночка такая красивая. Колье в этническом стиле, из натуральной кожи вставки, браслет обычный, простой, но в тон очень хорошо совпадает с жакетом, с вышивкой, с обувью. В общем, все равно этот образ так связывает отлично. И напишите, какая сумка к этому образу бы подошла больше, на мой взгляд. Хочу поближе показать вышиваночку эту, без рукавов, черный и такой этнический рисунок. Это на самом деле вышивка, не принт, а именно вышивка. Следующий образ более такой классический, можно даже на какую-то вечеринку приличную в таком виде выйти. Поменяла блузу центральную первого слоя и поменяла на жакетик. Летний легкий жакет, обувь оставила из прошлого образа. Взяла маленькую сумочку, и вот в таком виде, я думаю, что можно на какое-то мероприятие все-таки прийти. Потому что, да, решила поменять обувь, и, как говорится, концепция поменялась, более такой нарядный образ получился. Блузка, вот эти вот, принт этот сам, он вышит блестками, то есть это с претензией, так сказать, на шик, блеск, красоту. Видите, пайетки сверкают на самой блузке, оставила браслет с золотым моментом, элементом таким, тоже он по цвету очень хорошо подходит, и поменяла на перламутровые серьги, которые в тон попадают к пуговицам. Так все вот это соединилось, и вот такой черный рисунок тоже очень эффектный. В общем, эффект и весь акцент и все внимание к этому первому нижнему слою притянут. Следующий образ простой и расхлябанный. Просто блуза, оверсайз. К этому образу подобрала кроссовки тоже розового оттенка. Ношу их часто, стирать их можно в стиральной машине. С таким вот элементом, видите, как радужный перелив, но они имеют блеск не такой акцентный, то есть вполне себе можно. Ношу сейчас прям очень активно эти кроссовки, они комфортные, удобные. Надевать их надо как носочки, без шнуровки, просто тапочки надел и пошел. И к тому же они имеют вот такой все-таки приличный вид, ножка дышит, и они очень удобные и комфортные на самом деле. Мои дорогие, к этому образу я подобрала акцентную бижутерию. Сейчас покажу вам. И бижутерия это не простая, как говорится, да, к сумкам решила обратить свой взор. Да, вот к этому образу думаю, что вот эта сумка больше подходит. Здесь есть какие-то моменты и розового оттенка в самой сумке. Она такая яркая, она итальянская. И это к этому образу подобрала еще один вариант сумки. Ну, попробовала взять обычную черную. Кстати, вот мне кажется, что черная к этому образу больше подходит. Какая-то связь есть с активным крупным колье на шее, с брюками. Вот это вот черный цвет, он как бы разносится, тоже троечка, создает треугольник. Да, колье и браслет, и кольцо – это комплект Мурана. Стекло Мурана, вот такое крупное кольцо, вот такое крупное колье на простой вот такой футболке, подходящей по оттенку. Мне кажется, здорово выглядит, так хулигански, свободно, комфортно. И опять-таки вот эти розовые кроссовки тоже в этот образ, мне кажется, хорошо вписались. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Решила поиграть в морской стиль, но вот такая тельняшка, мне кажется, должна быть все-таки тельняшка более свободная. Сумку попыталась красную сюда как-то прилепить, все равно, мне кажется, не подошло. Попыталась спасти этот образ вот такой бижутерии, брошка в виде корабля, браслет красный. В общем, мне этот образ не понравился, поэтому долго на нем не остановлюсь. Ну, вот такой вечерний образ. Это блуза
легкий и тонкий трикотаж с такими зажимами, да, с запахом, и нижний слой вот такой бежевый, и верхний слой как накидочка, это все одно целое, то есть это одна блуза. Попыталась сделать его еще более торжественным, да, как вечерний вариант, подобрала такие подиумные крупные серьги, вот такие колье в форме цепей, но мне кажется, образ такой более вечерний получился, такой скромный вечерний образ, и очень интересно, что джинсы вот в этой роли, они тоже могут вполне себе использоваться в вечерних каких-то нарядах. Кто-то может написать, что можно подобрать какие-то свободные расклешенные брюки, согласна я с этим мнением, но на мне свободные брюки выглядят очень тяжело, я невысокого роста, и поэтому как-то так. Всех люблю, целую, обнимаю, всем мира, добра и красоты, пока-пока!